just put the gun to their head and... История. Те или иные события всегда оставляют свой след в краях, где они свершились. Война, катастрофы, массовые инциденты. Земля хранит следы, а ужасы задокументированы и разложены в газетах и монографиях. И мы продолжаем бродить среди могил, надеясь, что напитанная кровью почва передаст нам видения, доступные лишь теням этих событий. Наше желание прикоснуться к ним исчерпывающе объясняется потребностями психики. Контролируемый и безопасный страх, эмоциональная стимуляция, эффект вознаграждения – это крайне комплексно. Однако цель всегда одна – широчайший спектр переживаний, недоступный нам в повседневной рутине. Именно поэтому сегодня мы отправимся в Кайо, деревню судьбы, где роковому жнецу и его демонам отдали души 33 человека. Муцуо Тои появился на свет 5 марта 1917 года, в шестой год эпохи Тайсё императора Йосихито, в деревне Камо, префектуры Окаяма. Его 38-летний отец, Шиничиро, был углежогом, в прошлом же участником русско-японской войны, на тот момент находившимся в резерве. Несмотря на проблемы с алкоголем, которые вполне можно объяснить тяжелым прошлым и не столь легким настоящим, все описывали его как приятного и спокойного в общении человека, старавшегося избегать проблем. Да и среди народа он пользовался немалым уважением. 22-летняя мать по имени Масайо была из семейства крестьян. Ее выдали замуж за представителя семейства Тои, когда той было всего лишь 17 лет. В отличие от мужа, она была вспыльчивой и резкой, но тем не менее работящей и хозяйственной. Сочетать работу в полях, домашние обязанности и воспитание детей – это тяжкий труд, вытягивающий как последние физические, так и эмоциональные силы. Когда родился Муцуо, у них уже была 3-летняя девочка по имени Минако. Семья была обеспеченной. Стабильная работа, отсутствие нужды в еде, что по тем временам большая редкость, и собственные земли. Совет да любовь, еще и мальчик на подходе. За горизонтом будущего проглядывались лишь яркие перспективы. Однако в бочке меда... Настоящий бич начала 20 века навсегда закрепил за семьей клеймо, ставшее одним из решающих факторов последующих событий. Очевидно, что медицина той поры не предлагала адекватных решений, и люди, ставшие жертвами микобактериум туберкулезис, доживали остаток своих дней, в среднем это 3 года, изолированными от общества. Великое количество стереотипов и низкая осведомленность о распространении и формах заболевания приводили к неизбежным стигматизации и отделению в обществе. Грубо говоря, заболел родственник, а изолирует тебя. Ведь люди были убеждены, заболевание с вероятностью 100% передается по наследству, что не совсем так. Сама бактерия не наследуется, а вот предрасположенность вполне себе. 18 июля 1918 года от туберкулеза в возрасте 62 лет умирает дедушка Муцуо по отцовской линии. 1 декабря этого же года отец, Шиничиро, умирает в возрасте 39 лет. Эти события не обошли стороной и мать Муцуо, Масайо. Обострение туберкулеза и горя сбивают молодую девушку с ног, приковывая к постели. 29 апреля 1918 года туберкулез забирает и ее. Ей было всего лишь 24 года. Муцуо и Минако, совсем еще дети, лишаются самых близких им людей – родителей, и навсегда отмечаются как Роугай Сидзи, что переводится как «туберкулезная родословная».
Дележка наследства начнется в семье вскоре после этих событий, и Муцуо, как наследник туберкулезной родословной, будет отодвинут на 10-й план. В понимании семьи он едва ли выживет и чего-то добьется, как глава семейства, посему избранным становится младший брат умершего дедушки, старший дядя Муцуо. В утешении Муцуо достанутся лишь рисовые поля и леса. Когда формальности заканчиваются, Муцуо и Минако передают на опеку 55-летней бабушки Ина, которая, как считали, не имела прямого кровного отношения к почившему деду, поэтому с наибольшей вероятностью туберкулез обойдет ее стороной. Они с бабушкой переезжают в Кайо, недалеко от города Цуяма. Новая жизнь и новая надежда. Муцуо и Минако проводят в детстве невероятно много времени вместе. Играют в игры, гуляют. Он любит свою сестру, в некотором смысле даже идеализирует. Она становится для него примером для подражания во многом. В школе Муцуо отличился. Его считали выдающимся учеником. Отметки по всем предметам приближались к наивысшим. Чуткий, робкий, исключительно одаренный парень вызывает интерес со стороны преподавателей. Они уверены, он сможет выйти на уровень достойного образования. Вот только отношения с одноклассниками омрачают общий пейзаж. Они часто насмехаются над тем, что у него нет родителей. Да и гиперопека со стороны бабушки, что боится отпускать его в школу, которую он всегда с удовольствием посещал, порою заходит слишком далеко. Ветер сильнее обычного, и ты сидишь дома. Дождь пошел, и ты снова сидишь дома. И это оправдано. Он часто болел. Постоянные головные боли и простуды нередко запирали его дома один на один с собственными мыслями. Его не допускали ни до фермерских работ, ни до посещения школы. Это давало свободное время, которое он посвящал учебе и писательству. Школьные успехи приводили к тому, что некоторые преподаватели посещали молодого человека с напутствиями. Они видели в нем не просто ученика, а будущего учителя, потому снабжали юношу книгами для подготовки к аттестационным экзаменам и искренне надеялись, что он найдет себя. Какое-то время он старался не ударить лицом в грязь и действительно усердно занимался. Писательство, о котором мы уже говорили, и сторителлинг – это его конек. Он углубляется в книги, открывающиеся ему благодаря образованию, и часто пересказывает их сюжеты местным детишкам. Он также пишет приключенческий рассказ «Йота Кайомару» о путешествиях японских мореходов. Но снова удар. В один из дней, 15 марта 1934-го, его сестра выходит замуж и покидает семью. Минако, которая была для него всем, буквально единственным человеком, что знал его по-настоящему, уходит из его жизни. Он рьяно погружается в учебу, и это приводит его в город за книгами. На рынке он повстречал одного из немногих своих друзей, Юичи Имада. Помимо праздных вопросов, его друг шепотом спросил: «А спал ли ты когда-нибудь с женщиной?» Муцуо ответил: «Нет». Друг отвел его на одну из темных улиц города, где Муцуо впервые познал плоть. И это вызвало в нем настоящую одержимость. Он возвращался туда еще не раз, в остальном же продолжал посвящать себя учению. В октябре 1935-го все начинается как обычная простуда. Но появляется кровавый кашель. В госпитале после обследования ему ставят воспаление легких. Он вновь остается запертым в собственной комнате. Ни работ на поле, ни школы. С этого момента он понимает, туберкулез настигает его. В 1936-м Муцуо исполняется 20 лет. 18 мая этого же года он узнает об одном резонансном инциденте. Сада Абе убивает и расчленяет своего возлюбленного, собирает его останки в кимоно и так гуляет с ними по городу.
Этот случай буквально овладевает сознанием молодого Муцуо. Он собирает все газетные вырезки, фиксируя все детали в своем дневнике. Днями напролет читает и погружается в случившееся, смакуя непонятный иным романтизм. Он столь помешан, что через местных якутс пытается купить копии судебных признаний Сада Абе и как-то раз, между прочим, бросает исполнителю своего заказа. «Когда-нибудь я совершу что-то столь же великое и большое, как Сада Абе». Тема секса не отпускает нашего главного героя, и в своих неясных желаниях он вступает в отношения с замужней женщиной 33 лет втайне от ее мужа. Частые встречи, ночные бдения. Многие считают, что его попытка удариться в сексуальный гедонизм – это бегство от собственной судьбы. Он ищет новых женщин и связей, но вечно сталкивается с нерушимой стеной из предубеждений и отказом. В остальном же мало что меняется. Жизнь затворника. Однако наступает праздник Йобай, традиционный для Японии тех лет. Йобай, в переводе «ночные походы», изначально подразумевал поиск суженой. Мужчина под покровом ночи приходит в дом женщины. Родители осведомлены, двери открыты, вы понимаете. Однако на практике зачастую он являлся всего лишь возможностью удовлетворить физический интерес к желанному объекту. Такой формат йобай был распространен в небольших рыбацких и фермерских поселениях, где сообщество было ограниченным. Все зависело от правил конкретной деревни. Как мужчина мог прийти к женщине, так и наоборот. Старшие пары, состоявшие в браке, порой тоже участвовали. Япония, что уж там. Однако вестернизация повлияла на судьбу праздника. Глобально его запретили, но локально тут да. Кстати, повсеместная электрификация и развитие систем уличного освещения сыграли свою немаловажную роль. В кромешной тьме уже не поползаешь. Муцуо активно участвовал в этом празднике, но не совсем в той роли. Он выяснял, кто собирается совершить йобай и где, а после использовал это знание в своих целях. Так, например, одна из женщин в деревне вступала в половую связь со стариком, которому задолжала денег, тем самым отплачивая. И все за спиной мужа. Муцуо знал об этом и однажды пришел к ней. Шантажом он принуждал ее к связи не раз и не два. Характерный поступок. Но он испытывал к ней что-то еще. Туберкулез догонял его. Судьба родителей спешила повториться. 1 апреля 1937-го Муцуо берет займ в банке в размере 400 йен. Это, если что, 177 тысяч долларов или 2,5 миллиона йен в пересчете на наше время. Баснословную сумму он берет в залог земель, которые достались ему от родителей. В следующие 15 лет он обязался уплатить долг. Надо понимать, этому не суждено было случиться. Ведь у него был совсем другой план. Он собирался вылечить туберкулез. Без помощи врачей, которым не доверял. Сам. Муцуо скупает все книги с информацией об этом заболевании, даже подписывается на всевозможные медицинские журналы. В Японии не было доступных эффективных лекарств на тот момент, поэтому молодой человек приобретает огромное количество пустышек, которые призваны чудесным образом исцелить туберкулез, и начинает наблюдать за изменениями в собственном организме, используя выуженную из медицинских книг информацию. Он также прибегал к методам народной медицины, пил коровью кровь, которую выкупал на местных скотобойнях, и даже нефть. Ясное дело, кроме отравлений, иных проявлений не наблюдалось. Деньги заканчивались, а результата не было. Он подумывал отправиться в туберкулезный диспансер в надежде получить хоть какое-то лечение, но строгая бабушка Ина на корню пресекала попытку. Кто же останется с ней, брошенной? Да и Муцуо не хотел бросать свою йобай-возлюбленную. На оставшиеся с займа деньги он шиковал.
Масло, молоко, экзотические тогда бананы, подарки местной детворе, для которой он был главным сторителлером. Даже любовницам Поюбай успевал заносить необычные презенты. Надо помнить, что в Японской империи особо престижным было место на военном поприще. По азиатским меркам Муцуо имел выдающийся рост – 1,66 м. Имелись определенные знакомства в приемном пункте. Его сосед, Набору Мишикава, был одним из представителей армии. Муцуо пришел к нему и сказал прямо в лоб: «Господин Мишикава, я хочу в армию. У меня туберкулез. Нужна ваша помощь». Сосед был шокирован. О таком на каждом углу в японском обществе не принято рассказывать. Однако помог ему. В итоге он получил категорию «С». Брали только с А и Б. Попытка переубедить врача комиссии результата не принесла. На всякую просьбу перепроверить наличие туберкулеза еще раз он получал гневные отказы. «Как вы собираетесь служить имперской армии с таким здоровьем и телом?» Это был удар. Еще один, в самое сердце юноши. В Японии того времени служение в армии находилось в наивысшем почете, а отказ, тем более по состоянию здоровья, являлся клеймом. Негодный к службе, негодный к жизни. Позор семьи. Совершенно ясным виделось, что совсем скоро все вокруг прознают о его состоянии, что приведет к тотальному отчуждению. Особенно после того, как он пытался шантажировать одну из женщин, с которой имел в прошлом отношения, и склонить к сексу. Она дала понять, что его негодность к военной службе по причине болезни уже в какой-то степени стала народным достоянием. Кланяясь в пол и умоляя, он предпринимал попытки извиниться перед ней, в надежде, что это не уйдет дальше них. Но, кажется, было уже слишком поздно. В деревне у него появилась дурная репутация, особенно среди женщин. Теперь даже 40-летние вдовы готовы были совершать с ним йобай исключительно за деньги. Так или иначе, его тяга к женщинам не угасала, несмотря на их закрытость по отношению к нему. Последней каплей была вдова, что отказала ему и вынесла это в самом грязном исполнении на публику. 27 октября 1937 он приобрел лицензию и купил свое первое ружье в местной оружейной лавке. Лицензию, кстати, выдали в одном из отделений полиции. Объясняя там, зачем ему оружие, он отвечал, что собирался заняться охотой в интересах японской армии, продовольствие, шкуры и так далее. Да и прогулки по лесу были частью терапии его туберкулеза. Но кто же знает, зачем он частенько прогуливался по городу, демонстрируя ружье наперевес. Многие считали это немой угрозой. Очевидно, уже в тот момент у него были свои мысли на этот счет. Женщины стали открыто бояться его, буквально убегая и отказываясь разговаривать, кроме одной, пред которой он истово извинялся за свой шантаж. На нее грубая ледяная сталь не подействовала. В 1938 под предлогом скорейшей отправки в туберкулезный диспансер он занимает денег у лендлорда, отдавая дом в залог, и получает 600 йен. Это и есть то самое отправное многоточие, с которого начинаются события мая 1938 года. События резни в Цуяме. Муцуо вскоре вновь отправляется в крупный оружейный магазин в городе. Продав старое ружье за 80 йен, он добавляет еще 110 и приобретает Browning After 5. Дома, на чердаке, он самостоятельно модифицирует ружье, повышая боезапас с 5 единиц до 9. То, что он будет заряжать в ствол, тоже подверглось некоторым изменениям. Он начинял гильзы дополнительными поражающими элементами. В этот раз свое новое орудие он уже никому не показывал.
Он продолжил заниматься йобай с теми, кто не отказывал в этом. Как-то раз муж одной из женщин, к которой он прокрался ночью, застал их во время коитуса. В страхе Муцуо сбежал. Позже он узнал о том, что муж изгнал жену из дома, отправив обратно к родителям. Муки совести привели нашего юношу на место преступления. Он привел с собой пару знакомых в качестве группы поддержки, если что-то пойдет не так. В качестве извинений принес саке и мясо, как он тогда сказал, кролика, на которого охотился самолично. Увидев яство, муж остыл. Принял и Муцуо, и жену вернуться заставил, после чего они закатили небольшую вечеринку. Только вот мясо, которое они тогда ели, было не кроличьим. Это было мясо собаки по кличке Коро. Собаки Муцуо. Он это знал и лишь прикидывался, когда они все вместе ели его за столом. Замечу, что бегать на юбай к жене этого мужчины он продолжил. Сверх того, Муцуо активно стал использовать свое ружьишко, но другое, не браунинг, когда в очередной раз отправлялся к одной из женщин домой. Теперь, если он встречал на пороге мужа или отказ, в ход шли угрозы убийством. Бабушка также начала бояться его. Юноша начал активно настаивать на том, чтобы она пила какой-то белый порошок, приобретенный им же. Агрессия росла, бабушка отказывалась, но в какой-то момент обнаружила, что Муцуо втайне подсыпает это вещество в ее мисо-суп. Последовало обращение в полицию с информацией о том, что ее внук пытается ее убить. 12 марта полиция пришла с обыском. С чердака, где Муцуо прятал ружье, они достали катану, короткий клинок, 400 боеприпасов и 3 ружья. Обыскав молодого человека, нашли еще и кинжал. Оправдания нашлись сразу же. Цены на оружие растут, поэтому я подготавливаюсь заранее. Катана нужна для работы в горах, а порошок – это лицензированное медсредство, ведь в последнее время он особенно переживает за состояние своей бабушки. Полиция нашла все это подозрительным. Арест отложила, оружие конфисковала с последующей продажей и передачей вырученных средств Муцуо и стала навещать его каждые 6 дней, дабы справиться о его состоянии и прочитать пару лекций о том, как найти работу. Ведь даже, цитирую полицию, с таким заболеванием он может найти легкую работенку. Лицензии на оружие его, кстати, лишили. Однако это не помешало ему через новоприобретенных друзей разжиться патронами. Через дантиста он достал катану, собрав, что это подарок для друга, который выслужился до сержанта в имперской армии. Не поверите, но новый браунинг он купил просто так, без лицензии. Пришел в магазин и взял. Вот вам и мир победившего капитализма в империалистической Японии. В то же время люди не смогли не заметить его странное поведение. Постоянное отсутствие в разъездах, чрезмерная скрытность, агрессия при любой попытке контакта. Пошли толки о том, что он готовит что-то нехорошее. Удивительно, как при всех этих подозрениях и опасениях ни у кого не возникла мысли бежать в полицию, которая, подчеркну, уже держала Муцуо на карандаше. 18 и 19 мая свидетели заметили, как Муцуо сжигает кипы газет, тетради, книги и прочую макулатуру в костре на заднем дворе. Прошлое, пусть и запятнанное туберкулезом, с треском догорало во всепоглощающем огне. Решение было принято. Человек, жизнь которого была поражена. Изнутри и навсегда. Родители ушли слишком рано, оставив хоть и с каким-то наследством, но одного – насмешки в школе, одиночество, отчужденность. Пока все бурлят в котле жизни, он будто снятая с поверхности ложкой пена, скинутая шлепком в раковину. Без цели, без будущего. Он не будет мужчиной, не будет солдатом, не будет нужным. Об этом знает каждая, что под бесконечными угрозами раскрытия измены спала с ним. Каждый день все тяжелее вставать. И чума века, которую он носит в себе, точно обрела лицо. Ненавистная деревня, где всякий потаенно презирает его. Ненависть и отмщение есть очищающее пламя для зараженного, что хоть и не исцелит его душу, так хотя бы даст ей покой.
Время убивать и переписать свое прошлое кровью. План отмщения он прорабатывал весьма скрупулезно. Все началось с разведки. Так поступил бы каждый знающий свое дело солдат Японской империи. Целыми днями на велосипеде он катался из одного конца деревни в другой. Пусть многим это показалось странным, они не придали этому какого-то должного значения. Частые ночные йобаи дали ему знания о том, кто, где и с кем спит, как живет и в каких комнатах. Да и в столь малой деревне это не составляло особого труда. 20 мая в 5 вечера Муцуо залез на распределительные столбы и принялся перерезать провода электроснабжения, которые тянулись к домам. Этот вопрос, как и любой другой, он изучал весьма подробно. Что и где обрубать, чтобы не вызвать массового блэкаута и не привлечь лишнего внимания. Да и едва ли бы кто-то среагировал, ведь отключения электричества были привычным делом в этих местах. Стоит заметить, что для обычного деревенского парнишки он проявлял незаурядные знания и смекалку во многих сферах, черта, что так часто присуща маниакальным личностям. В вязкой тьме он холодно готовился к тому, чтобы сказать свое последнее слово. Он намотал себе на голову тряпичную повязку, слева и справа поместив по фонарю, которые светили в направлении его взгляда. Что послужило вдохновением этому костюму, остается загадкой. То ли объявление о наборе в армию из магазина оружия, которые изображали солдата с подобной приспособой, то ли ночные рыбаки, часто использовавшие головные фонарики. Однако люди впоследствии описывали его как демона. Обыкновенная мистификация. Но практический смысл подобного эквипа был ясен. Видимость в темноте с возможностью ослепить человека. На грудь он поместил лампу Panasonic. Наплечная армейская сумка с сотней патронов. Модифицированный Браунинг Авто 5 на 9 выстрелов. На поясе катана и кинжалы. И, конечно, черная школьная японская форма, дизайн которой совпадал с военным образцом. 1:30 ночи, 21 мая. Механизм мясорубки пришел в движение. Он забрал свой Браунинг с чердака, спустился на первый этаж. 73-летняя бабушка мирно спала в своей постели. Он достал топор, который накануне особенно тщательно заточил. Вошел в комнату и встал над ней. Первый удар. Второй. Третий. Голова была отделена от тела. Он оставил топор и вышел на улицу. Все было проработано до мелочей. Входы и выходы, где и как сократить. Месяцы практикования йобай с чужими женами не прошли даром. Он бы и вовсе не начал исполнять задуманное, коль скоро не был бы уверен в его 100% осуществлении. Семья Кацуюки Кишида первая на очереди. Кишида был его старым другом, который прошел в морскую пехоту японской армии с категорией А. За это поплатиться жизнью должны были Цукиё, его 50-летняя мать-вдова, 14-летний брат Кацуюки Йошио и второй 11-летний мальчуган Мамору. Некоторые члены семьи, например, 18-летняя сестра Кацуюки, отсутствовали дома, что послужило их спасению. Пришел он сюда не только из-за друга и зависти. Он состоял в отношениях с его 50-летней матерью Цукиё, даже платил ей за постель. Однако, узнав о его болезни, она отказалась ложиться с ним, да еще и разнесла слухи о том, как он умолял ее быть с ним. Он знал, где она спит, вошел в комнату, и в действие пошла катана. В комнате находились и ее дети. Удары клинка настигли всех. Тихо, без лишнего внимания. Следующим был дом семьи Нишикава. В доме жили 43-летний глава семьи Хидеи, его жена, 43-летняя Тома и 2 дочери 22 лет. Он частенько бывал у них по известному обычаю. Тома была той еще сплетницей, особенно что касалось Муцуо.
Он без затруднений вошел в ее комнату. Выстрел. После этого он сразу же направился в комнату, где спали мужчина и его дочери. С одной из них он даже был когда-то в связи, и это не Йобай. Он был влюблен в нее. Те едва ли успели проснуться и осознать, что происходит, когда Муцуо на расстоянии вытянутой руки разрядил в каждого члена семьи свой браунинг. Отец семейства был крепким фермером, поэтому здесь Муцуо рационально обмыслил и пришел к выводу, что катаной не обойтись, может завязаться ненужная драка. Патроны были разрывными, зрелище тоже. Семья Кисида, глава 22-летний Такаши, его 22-летняя жена, что находилась на 6-м месяце беременности Чи, мать Такаши, 70-летняя Тама, и его племянник, 19-летний Такео. Сперва Муцуо застрелил мужа и жену. Племянник и мать проснулись. Такео пытался оказать Муцуо сопротивление, но браунинг оказался быстрее. Он обвинял мать Такаши, перед которой только что убил ее внука, в том, что Чи вышла замуж за Такаши из-за нее, после чего раздался выстрел. Несмотря на преклонный возраст, она выжила. Всего было 33 жертвы. Многие пытались сопротивляться. Не устоял никто. С каждой семьей Муцуо был связан праздником Йобай, либо романтическими отношениями. Каждая вторая поспособствовала распространению слухов о его туберкулезе. Это отчасти объясняет его устланный трупами маршрут, однако ничто его не оправдывает. Но это повальное желание возлечь с молодым парнем со стороны 30, 40, 50-летних вдов тоже поражает. Пороки деревни, что уж, таков был мир. За 1,5 часа он прошелся практически по всем точкам, которые входили в его план. 3 часа ночи. Конец. Он зашел в дом одного старика, который ждал телеграмму. Там был ребенок. Мужчина впустил Муцуо, но сразу же испугался его внешнего вида, не иначе грабить пришел. Весь в крови, фонари на голове, на груди, ружье, катана. Муцуо впроброс сказал: «Не бойся, тащи бумагу и карандаш, старик. Полицейская машина гонится за мной». Старик никак не мог найти запрошенного, потому попросил ребенка найти и передать письменные принадлежности Муцуо. Завидев убийцу, ребенок застыл в ужасе, но Муцуо сказал: «Не переживай, я не собираюсь убивать невиновных». Интересно, а до этого он 1,5 часа кого убивал? Грязных американцев? Бумагу с карандашом нашли и передали Муцуо. Когда убийца ушел, мальчик сказал старику: «Это был Тои Муцуо, я узнал его, он рассказывал нам всякие истории на улице». И действительно, Муцуо, как уже говорилось, был известен среди детворы своим искусным навыком рассказчика. Он ушел в горы, бежал во тьме, рассекаемой налобным и грудным фонарями. Тяжелый путь, заставлявший множество путешественников и рыбаков останавливаться на передышку каждые 10 минут, такой труднопроходимый в дневное время, сейчас был преодолен Муцуо за считанные минуты. Он достал карандаш, кусок бумаги и принялся писать. «Я пишу это письмо потому, что собираюсь покончить со всем. Я решил продолжать исполнять то, что задумал, но, учитывая развитие событий, я убил тех, кого не стоило, а кого стоило, не убил. Бабушка, как же мне жаль. Действительно жаль. Ты была для меня настоящей матерью с 2 лет. Мне не следовало ее убивать, но я понимал, что она испытает, оставшись жить. Я сделал то, что сделал. Я всегда хотел умереть в спокойствии, мирно, но совершил нечто дьявольское. Мне истинно жаль. Я плачу, и мне жаль, что я могу лишь плакать. Так жаль мою сестру. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Я ужасный брат. Тебе не нужно хранить меня, как полагается. Поля достаточно. Я много плакал из-за всего этого ледяного отношения, этого отчуждения, которые пришли вместе с моей болезнью в последние 4 года. Я плачу по той любви, что утекла сквозь пальцы. Общество должно смотреть на людей с туберкулезом иначе. Я понимаю свою слабость. Я был очень несчастен. Но в следующей жизни я буду счастливее. Все пошло не так.
Причина, по которой я совершил все это – Юрика Терай, с которой у меня была связь. Она приехала в Кайо. Йошика Нишикава тоже. Но Юрику удалось сбежать. Кураичи Терай тоже. То, что ему удалось выжить – это позор. Такие люди не должны ходить по земле. Только потому, что у него есть деньги, все вдовы стекаются к нему в постель, все сношаются с ним. Юничи Кишида тоже браконьер. Многие не любят его. Такие люди должны быть стерты с лица земли. Закат приближается. Сейчас я умру. Муцуо выбрал финальное место не просто так. Отсюда открывался вид на две деревни. Кайо, где он сделал то, что сделал, и ту самую, где он был рожден. В последний раз он вдыхает этот воздух, слышит шелест этой травы, шум этих гор. Браунинг, который забрал жизни десятков, упирается еще теплым стволом в его грудь. Только через 6 часов полицейские найдут то, что от него осталось. Пара выживших позже скончается в больнице. В общей сумме он забрал 33 жизни этой ночью. 70-летняя женщина, выжившая после его смертоносного выстрела, скажет: «Если погибли молодые, а старики выжили, то нет в этом мире ни Бога, ни Будды». В процессе расследования в доме Муцуо обнаружат еще несколько писем, которые раскрывают новые грани его темного сердца. Я лежу в кровати и думаю о том, что, вероятно, я никогда не избавлюсь от этой болезни. Все это вкупе с отчаянием заставляет меня чувствовать невероятное унижение по вине Тома Нишикава. Я повредился рассудком из-за своей болезни. Именно это и вызвало столь подавляющее чувство унижения. В этом и есть моя вина. Простите меня. Я плакал, закрывая лицо руками перед ней. А она продолжала ненавидеть меня, относиться ко мне жестоко, оскорблять меня, даже наговаривать всякое. В результате я упал в глазах всей деревни. Моя репутация уничтожена. Из-за этого я стал терять надежду. Болезнь прогрессировала. Я начал думать, что все это неизлечимо, как все вокруг и говорили. Нишикава с исключительным хладнокровием распространял за спиной слухи о моей болезни. Это разрывало мое сердце и днем, и ночью. Тем не менее, когда я вспоминал свою бабушку и отчий дом, я знал, мне нужно быть сильным и честным. Но болезнь пожирала меня, и я также знал, мне не излечиться. Но то, как люди относятся к больным туберкулезом, особенно жестокое отношение Нишикавы, заставило меня потерять все свои надежды на будущее. Далее Муцуо обвиняет всех женщин, с которыми когда-либо спал, да и соседей в целом ряде ужасов, угнетений, подлости, жестокости и так далее. Таковы все его письма. Он просил прощения у сестры, сожалел о том, что она родственница хладнокровного убийцы, и очень не хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями. Однако был убежден, в загробном мире он вновь встретится с ними. Надо заметить, никакого раскаяния относительно случившегося Муцуо не испытывал, ведь он считал их виновными в произошедшем. Он лишь написал в письме сестре: «Я позор родителей и японской нации, но моя месть должна свершиться. С наилучшими пожеланиями. Твой брат». Причинами всех зол он называл общество и женщин. Особенно фокусировался на Томе Нишикаве, которая болтала о его болезни направо и налево больше всех. Этот инцидент лег на семью Муцуо вязким черным пятном, но его сестра, несмотря на все трудности и даже туберкулез, обнаруженный позже, смогла найти свое место под солнцем. У нее родились дети, общество не выкинуло ее на задворки, а история брата осталась позади. Хоть и были злопыхатели, в остальном люди вокруг видели ее добрую и нежную натуру, отплачивая тем же самым в ответ. Муцуо уже похоронили недалеко от родителей, отдельно. Могила никак не обозначена, ни надгробия, ни возделанной земли, лишь тяжелый, как и вся его жизнь, булыжник, заросший молодыми весенними травами. Дом, где жил Муцуо с бабушкой до 2015 года, продолжал стоять.
Обыкновенные мистификаторы были убеждены, что он проклят, и дух неупокоенного убийцы все еще бродит среди ветхлых коридоров по ночам, плача по тем, кого не смог достать той ночью. Ныне же его снесли, а прежние жители частично разъехались. Слишком уж дурная слава преследовала эти края в каждом закутке. Могилы погибших от рук Муцуо строятся рядами у подъезда к деревне. Несмотря на все это, место живет. Новое поколение японцев находит здесь свой покой, порой даже организуя всяческие праздники и ивенты для себя и приезжих. Ведь многих привлекает темная страница истории этого поселения. Примечательно, что тех, кто знал о том, что происходило в ту роковую ночь, но не сообщал полиции, впоследствии не обошел стороной общественный гнев. Разве что Минако продолжала свою размеренную жизнь. Само собой, такое явление не обошло стороной и культуру. Несколько фильмов, в частности «Деревня судьбы» 1983 года, которая воссоздает события, но с определенными поправками, и «Деревня восьми могил» 1977 года, которая лишь неистово вдохновлялась резней Муцуо, а также серия манг есть еще. Зло в чистом виде, коим предстал пред нами Той Муцуо, не может быть оправдано никоим образом. Однако я не могу не подчеркнуть пару моментов. Равнодушие жителей, прежде всего, друг к другу. Повальный разврат, что, наверное, можно объяснить низким уровнем образования и жизни. И, конечно, слепоту и абсолютную безучастность полиции. Найдя у него на чердаке целый арсенал и получив звонок от родственника, который был убежден в том, что тот имеет насильственные намерения, они продолжили для проформы навещать его и пичкать прописными истинами. Оружие во второй раз он купил без лицензии. Ну, тут вообще без комментариев. А бабушка? Она же жила с ним. Почему она стала обращать внимание на его странности, только когда они коснулись непосредственно ее? Хотя она впервые и сдала его полиции. Порой бывает так, что зло настигает ни в чем невинных людей. А несчастен ли был сам Муцуо? В каком-то роде да. Потеря родителей, страшная болезнь, стигматизация со стороны общества. Не самая, возможно, лучшая бабушка, потеря последних близких людей. Но оправдать то, что он сделал, не может ничто, как и людей, которые возводили в свое время это массовое убийство в культ. Бытие коварно, и порой тень может возобладать над тем, кто ее отбрасывает. Так и случилось одно из самых массовых убийств в Японии. Я довольно долго работал над этим видеороликом, и вы можете поддержать меня подпиской, лайком и комментарием. Поначалу случай был интересен мне только с фактологической стороны, но углубившись, я понял, что здесь определенно есть точки, над которыми стоит задуматься.